В принципе, все эти истории складываются, они нанизываются одна на другую, и получается длинное полноценное повествование. То есть эта история, они как бы перетекают одна в другую, и в принципе их можно рассматривать вместе как, ну, такой небольшой роман. По крайней мере, критики даже писали о том, что это немножко напоминает роман воспитания. Наверное, такие есть, потому что героини как-то взрослеют через эти истории. Моя героиня хороша тем, что она разная, она не хорошая, она не плохая. Есть рассказы, в которых она вызывает у людей отторжение, она вызывает у них, бывает, неприязнь или раздражение, и я это прекрасно понимаю. И я, когда писала, я видела ее недостатки. И именно вот эта дистанция, которую мне удалось сохранить, позволила мне эти недостатки замечать, и поэтому моя героиня, она полноценная. У меня никогда не было желания в этих историях выставить себя в лучшем свете. Экстремальные ситуации, они действительно происходят со мной в реальной жизни. И все истории, которые я рассказала, они максимально приближены к реальности. Я стараюсь рассказывать их вот на этой грани между журналистикой и литературой. Они очень документальные, в то же время они рассказаны по законам художественных жанров. Но эта дистанция позволяет мне быть, наверное, более честной. Я не использую свои тексты для того, чтобы каким-то образом создать свой там, положительный образ или какой-то свой имидж. Мне прежде всего важно рассказать историю, и именно для этого нужна эта дистанция. Они не могут устареть, мне кажется, потому что главные темы, которые затронуты в этих текстах, они, в общем, актуальны, мне кажется, будут в любое время и любого поколения. И я вижу, что эти тексты, они затрагивают действительно очень разную аудиторию. Например, люди, которые уже теперь младше меня, например, нынешние студенты, студентки, кстати, мои рассказы довольно часто теперь разбирают как там образец современной литературы в университетах. И вот студенты мне, например, пишут, что они узнают в этой героине себя, да, что они узнают ее проблемы, что они узнают ее бытовые проблемы, ее переживания, ее какие-то неврозы от того, что вот она приехала в большой город, и нужно здесь каким-то образом себя реализовать. Люди, которые мои ровесники, они читают и говорят, что они вспоминают истории своей жизни, которые происходили с ними еще несколько лет назад, и это вот мои тексты вызывают в них вот эту цепочку воспоминаний, им приятно, они часто мне пишут, что вот прочитал твою книгу, как будто со своей старой знакомой на кухне посидел. И люди, которые уже старше меня, они пишут, что мои рассказы, мои истории помогают им лучше понять своих детей или даже своих внуков. Поэтому я считаю, что да, они до сих пор актуальны.